Друзья, X96M200. Наконец-то я дошел до этого ТВ-бокса. Тут очень много у меня проводов различных. И сегодня вот будет обзор. Это вот на новом S905X5M процессоре. Достаточно интересная, стабильная система. Более-менее 1000 мегабитный LAN. Как всегда, куча ревизий для X96 с разными прошивками. Но тут уж все мы привыкли от X96 ждать какого-то подвоха. Но при этом еще и слабоватый Wi-Fi 5 ГГц. Короче, как-то так. Давайте так. Ссылки в описании под видео на него. Подписываемся, нажимаем колокольчик и поехали. Технозон. А мы сейчас с вами на AliExpress. Версия 4 на 32 стоит $47. И у нас тут заявлять могут много, но это у нас, как они видите, пишут S905XM и в скобочках пишут S905A, потому что может быть версия такая, а может быть такая. А может быть еще S905A на каком-то другой памяти. Я вам объясню, у меня их было 3 штуки. Я пока нашел рабочую, именно самую первую ревизию на S905X5M, я, честно говоря, перебрал у продавцов в округе очень-очень много. Теперь дальше. 4 гигабайта на 32, на 128 они там обещают, но это все мелочи жизни. Они обещают 4К видеодекодинг, конечно же, Cortex A55 на Mali G310, 6-нанометровый чип с AV1 кодеком на Android 14. Вроде бы все хорошо, вроде бы все классно, но вот именно вот этот вот момент, где есть X5M, а есть X5M 905A. Прошивки друг от друга не подходят. Slimbox уже есть. Ну, кстати, если мы пойдем с вами на FOPDA, да, на 4 PDA, то тут огромное количество характеристик. Вы можете сами пойти посмотреть. Wi-Fi 5 ГГц. По руту у нас есть и Magisk, да, там можно установить на стоковую. Но я вам сразу говорю, есть модифицированные прошивки, даже уже Slim там что-то там старается. Я вам сразу говорю, нужно разблокировать загрузчик. С этим проблем нет. Достаточно легкие инструкции есть на разблокировку загрузчика. Смотрите, 6-нанометровый чип. Они тут зачем-то сравнивают с Y5, HDR и HDR10+, обещают, тут как бы вообще проблем нет. И вы знаете, что самое интересное? AISR сюда включили. Нормально работающий AISR, что очень редко для ТВ-боксов на OSP. По портам, да, давайте посмотрим. У нас есть с вами SPDIF, есть вход SPDIF, вход питания, у нас HDMI-чик, Ethernet 1000 мегабит, AV-выход и AR-выход. Ну, для чего и AR, не знаю, они прекрасным портом собираются управлять. 2 USB 2.0 и отверстие для microSD карточек. И спереди у нас есть синенькие часики. Пульт самый обыкновенный под Google пульт, но реализации инфракрасного порта я не увидел. Есть обыкновенный режим мыши. Короче, ссылки закинул вам в описании под видео. Посмотрим, что у нас получится. И, честно говоря, особых надежд на то, что это будет прям топ-топ нет. Но то, что это будет стабильный ТВ-бокс, я вам скажу так. Он получше, чем Bondar X5, который я недавно тестировал. И вуаля, вот такая вот у нас интересная шляпа с интерфейсом. Ненавижу я такие интерфейсы. Вот эти вот цветастые интерфейсы с Netflix, которого по сути нет, потому что здесь нет DRM L1. Ну вот давайте я вам сейчас покажу. Вот давайте сразу по фактам пойдем. Идем в Google Play. Google Play у нас от Android TV, несмотря на то, что здесь конкретный OSP стоит. Давайте мы с вами найдем DRM Info. Очень важное приложение, которое сейчас выдаст, что, скорее всего, оно не поддерживается на этом ТВ-боксе. И так и есть. Смотрите, DRM Info, и мы с вами-то, ну что ты будешь делать, что реально не поддерживается? Капец. Ну что ж, можно все равно обойти и посмотреть эту информацию. Мы ее через кодек инфо посмотрим. Давайте открываем кодек инфо и опускаемся до DRM Widevine. И у нас здесь L3. Само собой, никакой сертификации у нас нет. AIDA 64 говорит, что у нас здесь 4 на 32, конкретно в этой версии. Центральный процессор Cortex A55 по 2,5 гигабит. Ой, по 2,5 ГГц. И, ну это, кстати, у нас, знаете, что это? У нас 32-битная система, и слава богу. Хватит, Vontar X5 сделали на 64 бита. Работает через раз. За отображение отвечает Mali G310. Теперь, ну, Connect. Вот знаете, что у нас за проблема с Connect? Это сейчас 2,4. Давайте сразу я вам по скоростям скажу. Я хочу перейти на 5 ГГц и сразу покажу вам, и сразу протестируем скорость, вот пока мы там будем в меню. Тут есть одна проблема. У меня есть и 80 МГц сеть, и 160 МГц сеть.
Потому что то, что обычно пишут там наши рекламные эти китайцы, то они очень сильно любят преувеличивать. Например, они пишут в боксах Wi-Fi 6, но кроме того, что они видят его как Wi-Fi 6, то ничего не происходит, да, никаких прироста скоростей. Тому, вот смотрите, 150 мегабит скорость связи на 5,2 ГГц. Это ужасно. Это ужасно, я вам объясню, потому что я сколько не пытался, я получал, ну вы сейчас видите результат теста, не более, грубо говоря, 100 мегабит на выгрузку и там 80 мегабит на загрузку. К сожалению, это правда, ничего другого у нас нет. 2,4 более-менее нормально, там у нас примерно столько же, сколько на 5 ГГц, до 70-80 мегабит я получал в серии тестов. Ну и да, Lana J45 у нас действительно гигабитный, тут как бы вопросов нет, тест он отлично проходит. И получается вот такая вот ситуация. Теперь дальше, Android 14 стоит на уровне IP34. У нас, давайте посмотрим температуру. Температура у нас поддерживается. И давайте перейдем на тротлинг тест. Мы стартовали тротлинг тест. Вы сейчас видите его в ускоренном варианте. И поверьте, за все время тротлинг теста был всего лишь один именно артефакт. И то это все из-за плавающего окошка. TV-бокс не грелся. Ну, здесь вы уже видите результат. В конце TV-бокс не грелся. 56 градусов. Никаких пропуска тактов, никаких падения частот здесь не было. Температура действительно хороша. Он не греется. Кроме пока плохого Wi-Fi, ну не плохой, он слабый Wi-Fi. Я пока ничего другого не нашел. Теперь дальше по кодекам. Мы с вами видим все стандартные кодеки, которые есть, включая AV1, VP9.2. Хорошо, давайте дальше. Пойдем сразу по мультимедийным возможностям. Официальный YouTube клиент работает. Гарантировать о том, что он будет работать постоянно, я не могу, потому что многое сейчас блокируется. Но зато могу вам сказать, что сторонние все клиенты YouTube будут работать по типу SmartTube и тому подобных. По HDR. HDR10, HLG отрабатывают отлично. Вы сейчас видите в частности вставочку. Он работает на HLG, да, у нас 4К. При этом это кодек, ну сейчас мы возвращаемся, вы видите. Сейчас переключил на 4К. О, смотрите. 4К 60 FPS, без дропов, без ничего, все отлично отрабатывает. При этом температура в проигрывании YouTube 54 градуса. Если хотите заморочиться, TV-бокс под Slim прошивку и под LAN порт очень даже неплохо. И действительно стабильно работает, хорошая температура и каких-то там фантомных перезагрузок, как, например, у Vontar X5, я не нашел. Давайте дальше. По мультимедиа сразу все отстреляем. Теперь смотрите, по звуку, по многоканальному звуку. Во-первых, очень хорошо, что он видит и XFAT, и NTFS диски. При проигрывании многоканального звука могу сразу сказать, DTS и DTS HD Master Audio у меня заработали без проблем. Без каких-либо уходов в перезагруз, спокойно отработали. Пока вы видите на ресивере сейчас вставку, что DTS HD Master Audio есть. Dolby True HD я не смог получить в пробросе никакого. Ни транскодирования в Dolby Digital, ни проброса. Если у вас получилось, напишите как. Поделитесь секретом с теми, кто будет смотреть этот ролик в комментариях. Dolby Digital Plus есть. По многоканальному звуку у меня как бы вопросов не сильно имеются. То есть абсолютно все нормально, кроме того, что Dolby True HD нет. Но это не критично. Теперь проигрывание роликов. Он проигрывает с внешнего, несмотря на то, что USB 2.0, проигрывает с внешнего жесткого диска все, что хочешь. То есть по факту мы сейчас видим SDR ролик, который проигрывается. Да, HDR, вот, например, тот же самый LG New York 4K, да, все отлично. Те же самые там Samsung, Wonderland, они все тоже отрабатывают шикарно. И температура в проигрывании не более 50-53-4 градусов. Из-за чего черные полоски, я вам объясню, потому что я решил дать ему нагрузку и поставил полное разрешение 4К. Это вот я так захотел именно его протестировать, насколько он будет греться. Он-то масштабирует, то есть здесь 4К 60 Гц, тут надо понимать, что есть разные режимы 4К 60 Гц. То есть есть 4К 4096, а есть 3960, вот 3840 на 2160. Сейчас стоит 4096 на 2160. Если поставлю 3840 на 2160, то уберутся черные полоски по проигранным видео. Я просто хотел нагрузить побольше именно сам по себе TV-бокс. По поводу динамического диапазона.
Адаптивный HDR, Dolby Vision нет. Скрин-ротация есть, но это такое фигня, конечно. Выбор формата, опять же, вручную выбирать абсолютно нечего. Игровой режим, который никому не нужен. По поводу автофреймрейта. Автофреймрейт есть, диагностика Vimeo его спокойно видит. Вы сейчас видите вставочку, я, в принципе, могу и здесь открыть. Он увидит именно частоты моего рекордера, но на телевизоре он показывает то, что вы видите во вставочке, все частоты есть, и он все это дело поддерживает. Это, кстати, DTS HD у нас заявлен как в декодере. Поэтому могу сказать так, по внешним устройствам, по YouTube вопросов нет. По поводу IPTV и OTT сервисов, вы сейчас подождите, сейчас вы видите... Давайте я буду переключать их, чтобы мы оценивали скорость переключения, отображения, дeinterlace. Ну, у меня на OTT-сервисах никогда нет. Я использую адекватные либо плейлисты, либо просто-напросто OTT-сервисы. Все переключается идеально, все очень быстро. Поэтому по OTT и по каким-нибудь стриминговым сервисам по типу там, наших украинских Мегого, ВТВ и тому подобное, они все отлично работают. Тут вопросов нет. По поводу Netflix, который здесь предуставлен, забудьте, нету его, абсолютно нет. Есть Miracast, который можно использовать, это не Google Chromecast, забудьте тоже. Это обыкновенный Miracast, как Double монитор, однако он будет с большой задержкой и с небольшим разрешением, но он тоже есть и работает. Различные сторонние моменты воспроизведения я ограничений не нашел, но в YouTube, как мы все знаем, я это не могу не показывать, ничего. Теперь, как-то очень странно построены настройки, объясню. Дело в том, что если вы пойдете в App List и найдете здесь настройки, то вы валитесь в настройки чистого андроида, что не совсем правильно. Есть у нас дополнительные настройки, давайте вот раз, дополнительные настройки, это стандартные настройки устройства, можем перейти об устройстве, экран, звук, таймеры отключения. Из примечательного у нас с вами есть Next Startup, это то, что вы можете выбрать на старте загрузки. В More Settings мы можем увидеть с вами Power Key Definition, это по сути, видите, картинка, вернее прошивка от проектора. Тут есть Keystone скрытый, Picture, есть вот в кастоме IPQ AISR, он не включается, видите, то есть я могу только лишь регулировать Enable Low, но сам по себе AISR я не могу включить. Давайте вот Left Show вы сейчас увидите, не включается он. Как его включить, я не понимаю. Давайте сейчас попробуем на High поставить. И попробуем сравнить, допустим, низкобитрейтный какой-нибудь ролик. Не знаю, сейчас, если есть AISR, то это прям вот будет шикарно. Так, выбираем 360p или 480p. Давайте 480p. Так, слушайте, AISR работает, и тут у меня вопросов нет. Давайте повысим чуть, давайте 720p, обычно это для повышения именно битрейта. Смотрите, справа у нас 720p, слева у нас AISR, и прям вот это вот прям видно. Я вам скажу, вот это видно. Хорошо, AISR отлично отработал. Я тут прям вообще сейчас приободрился. Хорошо, вообще отлично. И получается, что у нас более-менее стабильный ТВ-бокс. Кстати, не закончил про настройки, да. Более-менее стабильный ТВ-бокс с нормальным каким-то решением. Конечно, такой себе интерфейс, но есть прошивки Slimbox. Играть, вот, наверное, вы меня, если не поиграю, хотя бы во что-то, вы же меня, наверное, заплюете, какая там будет температура, и сделаем выводы заодно, да, там будем играть и сделаем выводы. Слушайте, а интересно, AISR в играх работает? Вот мы оставили AISR демо, и мы сейчас увидим. Слушайте, по дереву смотрите. Сейчас мы будем ворочаться и по дереву посмотрим. В играх тоже AISR работает. Смотрите, вот я сейчас буду наклоняться по дереву. Справа оно более... сейчас мы так... Раз. Да иди ты, блин, победил. Твою мать. Все, я понял. Слева, видите, дерево более детальное, справа более размытое. Да как так-то, а? Сейчас посмотрим. Слушайте, если есть разница, то она несущественна. Она несущественна. Да давайте уже, блин, так я ненавижу вот эту кучу писанины. Сейчас мы... Мне интересно по брызгам воды. Она и так достаточно качественная игра. Слушайте, если есть улучшение, то какое-то минимальное. Вот там на дереве прям было видно. Прямо было видно. Но это прям прикол. Слушайте, можно поиграть? Да можно.
можно играть, все будет отлично. ТВ-бокс не греется вообще никак. Хотя он позакрывал нафиг мои мониторы, но тут я не буду ничего говорить. Давайте так. Давайте я вам сейчас расскажу свое мнение насчет этого ТВ-бокса. Стабильный ТВ-бокс по прошивке, более-менее, при том, что есть кастомные прошивки. Прошивки обновляются, есть уже несколько версий прошивок. Мне не нравится то, что есть очень много версий данного ТВ-бокса, уже как минимум 3, которые я видел. И плясать с бубнами, с прошивками вы будете, если захотите что-то шить. Но, в принципе, и на стоке, я вам скажу, он будет спокойно проигрывать. Wi-Fi 5 ГГц мне не понравился, я говорю тоже это сразу. Он достаточно слабый. Хотелось бы, чтобы здесь был хотя бы минимум 250-300 мегабит. Ну, в принципе, здесь 1000 мегабитный LAN, для чего, в принципе, и ценятся такие ТВ-боксы. Там можно поднимать матрикс-серверы и смотреть высокобитрейтные, допустим, какие-то материалы онлайн, да, без каких-либо проблем. Поэтому я делаю выводы. ТВ-бокс имеет право на жизнь, действительно имеет право на жизнь, не греется, стабильный. Прошивка намного лучше, чем у его конкурентов на таком процессоре, именно на AOSP, а это AOSP с накачанным Play Market от Android TV, и да, я могу его рекомендовать, но с погрешностью на все мои замечания. В целом, я вам скажу, критичного ничего нет, ну, хотя и хорошего, откровенно говоря, экстра хорошего достаточно мало. ASR реализация на AOSP меня удивила, и это приятное удивление. Все, ребят, я свое мнение сказал, с вами был Бабл на канале Технозон, пока.